Привет. Сегодня у нас разбор не совсем обычный, не статья, не исследование. Мы погрузимся в комментарии. Да-да, под коротким видео на YouTube, шортсом. Ага. Тема-то какая? Тема простая да нельзя. Лайфхак для туристов в Гоа, где выгоднее менять валюту. Ну, казалось бы, что тут такого? Ну, да, бытовой совет. Именно. Суть там элементарная. В аэропорту курс, ну, прям скажем, грабительский. У гидов часто тоже не очень. Стандартная история. Автор видео нашел ювелирный магазинчик. И там курс был 8100 рупий за $100, а гид для сравнения предлагал 7900. Так, разница получается 200 рупий. Да, 200 рупий. В видео говорят, что в Гоа на эти деньги вполне можно позавтракать. Ну, то есть экономия не огромная, но приятная. На ровном месте, так сказать. Понятно. Экономия на чашку кофе, условно. Вот. И тут, значит, начинается самое интересное. Мы-то думали, ну, напишут спасибо, пригодится. А там что? А там просто взрыв, шквал комментариев, причем абсолютно разных и очень эмоциональных. Вот, казалось бы, ерунда, да? А вызвала бурю. Давайте попробуем разобраться, что там людей так зацепило. Да, это действительно любопытный случай. Такой маленький практический совет, а стал катализатором. Лакмусовой бумажкой прям. Ну что пишут-то? Ну, во-первых, как я сказала, реакции полярные. Были и благодарности, конечно, но их почти утопили другие комменты. Какие? Обвинения в жадности. Представляете? Человека обвинили в жадности за то, что он решил сэкономить эти 200 рупий. Мол, как можно так мелочиться? Ну-го. Вот это уже интересно. То есть попытка сэкономить сумму, равную завтраку, воспринимается как жадность. Это показательно. Именно. Сразу видно, насколько у людей разные отношения к деньгам. Для кого-то это пыль, не стоит даже думать. А для кого-то, ну, нормальная, разумная экономия. И чужая бережливость, получается, может раздражать. Очень сильно, судя по комментам. Дальше больше. Начались предостережения. Мол, у этих менял в ювелирках точно обманут. Менять надо только через гида. Хотя автор видео приводил как раз обратный пример. Вот именно. Гид-то как раз давал курс хуже. То есть люди совету не верят, а верят каким-то своим стереотипам. Или просто боятся всего незнакомого. Ну, это тоже типично для интернета. Знаете, слухи или какой-то давний негативный опыт могут перевесить конкретный факт из видео. Люди держатся за привычные схемы. А потом пошла классика интернет-баталий. Прямые оскорбления. Там цитаты в источнике были. «Ты клоун, это все ерунда». Да, уровень дискуссий ожидаемый, к сожалению. И ведь из-за чего? Из-за обмена $100. Но анонимность или вот эта дистанция в онлайне, она часто снимает барьеры вежливости. Но интересно, что триггер не какое-то там политическое заявление, а совершенно бытовой совет. Может, это просто повод выплеснуть что-то свое, накопленное? Возможно. А еще, знаете, что было? Замечание не по сути, а по форме. Кого-то страшно возмутило ударение в слове «предложили». Прям так и написали «кровь из ушей». Но это святое дело, граммар нации на страже чистоты языка. Точно. Классический уход от темы, если по существу сказать нечего или просто лень вникать, всегда можно придраться к ударению или запятой, и сразу чувствуешь себя умнее всех. Ну и просто перлы непонимания были, комментарии, которые вообще никто не понял. Что значит «банты потать»? Банты потать — это как? Вот и мы не знаем, то ли опечатка дикая, то ли автозамена пошутила, то ли какой-то локальный мем. Загадка. Да уж. Или комментарии вообще не про обмен денег. Что-то вроде «ты уже задал 2 вопроса, хватит». Кому, зачем, непонятно. В общем, да, мы видим тут полный спектр интернет-общения в миниатюре. От попытки что-то обсудить, ну, с разными взглядами на ценность этих 200 рупий, до вот таких вот лингвистических придирок, оскорблений и просто абсурда какого-то. И все это, напомню, из совета сэкономить на завтрак. Да, поразительно. Итак, что же получается? Простенький лайфхак вскрыл целый клубок всего. Разные финансовые установки, недоверие к чужому опыту, агрессию, вот этот педантизм языковой и просто желание, ну, не знаю, отметиться в комментариях. И ведь это действительно совсем не про 200 рупий история. Это про то, как мы вообще воспринимаем чужие решения,
чужой опыт, даже вот чужую речь в интернете? Почему совет, который, в общем-то, должен помочь, у кого-то вызывает осуждение или агрессию? Хороший вопрос. И вот, наверное, главный вопрос для размышления, который из этой всей истории вытекает. А где проходит эта грань между полезным советом, каким-то мнением, которое никто не спрашивал, и просто поводом выплеснуть свои эмоции онлайн? Что заставляет людей так бурно реагировать на вещи, которые, казалось бы, совершенно незначительные? Что это говорит о нас самих?